Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаем искать на различных свалках-помойках все, что удается интересного найти вам, мои дорогие зрители, я показываю. В этот раз достался мне вот такой пакет. Он большой, тяжелый. Вижу интересные вещицы, но я вижу, что тут и вот что-то такое прям интересное для меня найдется. Не знаю, как разочарует нас сегодня этот пакет или наоборот порадует. Давайте вместе это все дело распакуем. Пакеты эти я нахожу на свалке. Свалка не бесплатная. И этот пакетик мне достался за $10. Так что не судите строго, если кому-то что-то не понравится или какие-то вопросы возникают, обязательно пишите в комментариях. Все ваши комментарии я читаю, и, конечно, ваши впечатления, ваши отзывы для меня много значат, поэтому не стесняйтесь, выражайтесь, пишите все, что вам хочется высказать, пожалуйста. Так, ну а мы начинаем. Вижу, в пакетах есть предметики какие-то. Ну, давайте начнем вот с того, что, так сказать, без пакетов. Я сначала подумала, что это как бы предметы, имеющие друг к другу отношение. На самом деле нет, это вот такой элемент. Даже не знаю, что это, от чего это. Возможно, это кольцо было, либо подвеска, в общем. Не знаю, ну, такая себе вещица залита эпоксидной смолой, эпоксидкой, по-моему. Так, ну и следующие бусы. Похожие у меня есть, но в целом виде. Здесь, видите, есть повреждения. Порванные, короче говоря. Так, ну сама застежка. Ну, они уже в таком, конечно, печальном состоянии. Это прям лом. Лом. Думаю, что ремонтировать их стоит, не стоит. Не знаю, сейчас посмотрю, застежка как в рабочем состоянии или нет. Застежка работает. Бусы порванные. Пластик. Такие вот. Думаю, что это бусы из 70-х, возможно, 80-х. Что-то такое. Ну, красивый оранжевый цвет. Так, идем дальше. Здесь вот такой элемент или детский, или что это, я не знаю. Так, идем дальше. Вот такой, как это называется, брелочек. Ну, кстати, симпатичный на самом деле. В цветовой гамме гжель, да, сине-белые оттенки. Мне кажется, знаете, если из него сделать вполне кулончик, можно на шнурке, будет красиво. Такой кувшин. Такой кулончик себе в отличном состоянии. Такой себе предметик. Так, здесь что у нас? Мои дорогие, я вижу, что это прям лом настоящий. Ну, много, кстати, кристаллов Аврора Бореалис тут есть. Что-то вот такое, раз такое. Какие-то элементы от чего-то. Вижу много кристалликов Аврора Бореалис. И разного размера. Мелких много. Но это мне пригодится однозначно. Такие элементы есть. Ой. И вот эти вот капельки, кристаллики тоже редко встречаются. Иногда просто необходимо и сложно найти. А здесь вот, ну, в общем, такой мешочек с ломом, ну, вполне может и пригодиться. Я его закрыла. Видите, много кристаллов Аврора Бореалис. Это всегда, как говорится, в хозяйстве пригодится. Так, здесь что? Брошь. Да? У меня такая брошь есть. Вернее, была. Я ее подарила маме мужа. И она такая вот старенькая.
А та брошь была, по-моему, поменьше размером, а это такая прям увесистая, крупная, с классными кристаллами. Такое впечатление, что это кристаллы Сваровских. Сейчас посмотрю. Если тут маркировка, та брошь у меня не маркированная была. Здесь тоже нет маркировки. Если видите, пожалуйста, напишите. Нет маркировки. Ну, такая крупная, красивая. С красивыми кристаллами. Как говорится, свято место пусто не бывает. Красивая брошь. Так, мы идем дальше. Тоже пакетик. Здесь такое колье. Кристаллики все на месте. Но то ли так было, то ли это пожелтевшие кристаллики. Так, здесь маркировки тоже нет. Не вижу. Так, замочек. Работает, не работает. Сейчас посмотрим. По-моему, работает все. Отлично. Такая вещица. Стиль арт-деко. Тоже подобное украшение у меня есть. У меня, по-моему, в золотом цвете. Похожей формы. Есть такая вещица. И следующее. Что это? Так. Очень мелкая цепочка. Ну, в хорошем состоянии цепь. Так, так, так. Как теперь это распутать? Вот. Не люблю я, как говорится, все это дело, но куда деваться? Распутывать надо. Так, а это вот такое. Что это? Колье или что? С ним не так. Почему в лом попало? Это украшение. Так, минутку. Попробую как-то вот так. В общем, получилось. Даже не пришлось отключаться. Ну, очень мелкая цепочка. Так это все выглядит. Здесь есть маркировка. Анклайн. Это американская компания. Как? Одежду производит. И так я понимаю, что костюмная бижутерия тоже идет к этому. Само колье. Так, замочек. Работает, не работает. Видите, здесь удлинительная цепочка. И в нескольких, так сказать, вариантах можно длину варьировать. Так, что мне в этом колье не нравится, это бусины. И на первый взгляд я подумала, что это перламутровые бусины. На самом деле нет, это, кстати, вот да, перламутровые бусины были когда-то. То есть вот перламутр сошел, видите, осталось то, что было под перламутром, а это так пластик белый, в принципе, может быть. Но тут, видите, вот на бусине перламутр сохранился, а само колье такое интересное. Здесь вот с кристалликами. Я не знаю, может быть, стоит поменять бусины, потому что, да, бусины в плохом состоянии. Может быть, правда, на какие-то, может быть, другого оттенка бусины поменять. И так колье вполне себе приличненькое. Так, идем дальше. Пакетик такой. И здесь клипсы. Так, ну, похожие клипсы тоже у меня есть. И здесь есть маркировка. Жапан.
Маркированные клипсы. Работают, не работают. Здесь, видите, есть следы износа. Такая даже не патина, а сход покрытия. Такой металл. И самое интересное, знаете, что вот на самой клипсе сход покрытия есть. Ну, качество такое металла. А вот на серьгах нет никаких дефектов, нет никаких следов износа. Это качественные материалы, и собрано они таким образом, как будто вот по кругу пущена. Цепочка тоже, техника эта довольно часто встречается, у меня есть похожие. А сейчас я вам покажу, у меня колье где-то есть, тоже похожие. Сейчас минутку отключусь. Да, я вот нашла колье, мне кажется, комплект хорош получился. У меня есть комплект, вернее, серьги с матовыми бусинами, а здесь вот бусины жемчужные. Мне кажется, очень хорошо подходят они по стилю именно. Сходство вот самой вот этой цепочки. Она и по размеру подходит, и по оттенку металла подходит. Ну, а здесь вот колье интересное, просто уникальное сочетание бусин. То есть вот прям жемчужные, здесь матовые, белые матовые такие, как бронза под бронзу, да. Здесь опять мелкое. И здесь вот такое. В раскладке классно выглядит это колье. Раз уж пошла речь про это колье. Здесь на нем нет маркировки. Но ориентировочно это тоже Япония. Здесь нет ничего. Нет, ничего нет. Так, и следующая вещица это вот такое нечто. $2 когда-то стоило. Давайте буду постепенно разбирать. Это набор сережек. Серьги такие. Похож на янтарь, центральная вставочка. Сейчас, минутку. Ну, очень похож на янтарь. Ну, такие вот вкрапления. Как проверить янтарь? Думаю, все знают. Либо иголкой раскаленной попробовать. Но буду проверять. Я знаю, что янтарь также проверяют в соленой воде. Но это хороший способ, когда нет дополнительных каких-то материалов. То есть вот здесь вот металл, эти серьги точно утонут под тяжестью металла. А бусы янтарные проверяют именно в соленую воду, опускают, и они не должны тонуть. Также зрительницы мне писали, что можно фонариком проверять. В общем, способов много, все про них знают. Ну, кто-то знает, кто-то нет. Следующие серьги вот такие. Так, маркировки не вижу. Сразу смотрю. И это на самом деле интересные серьги. Сейчас, минуточку. Вот такой интересный материал. Да, и это вот бусина в прошлом. Или просто бусина такая. И вклеена. Здесь вот есть потемнение небольшое. Ну, сами серьги такие, так сказать, на любителя. Материал такой интересный. Пластик. Интересной формы. Жалко, конечно, что есть вот тут отверстие. Конечно, при носке его видно не будет. Но, как говорится, когда знаешь, что что-то не так. Ну, хотя, может, не стоит об этом даже париться. Хорошо держится. Так, и следующие серьги, это сразу вижу эмаль. Тоже в такой технике часто встречаются серьги. У меня есть коллекция именно эмалевых сережек. Ой, сейчас минутку. Обратную сторону рассмотрим. Маркировки нет, но обратная сторона очень интересно выполнена.
Часто даже встречаются серьги именно вот как лицевая сторона, да, вполне себе как, ну, чеканка, я называю, как чеканка. Тоже такие серьги у меня есть с техники чеканки. Что касается эмали, эмаль двух оттенков, и причем эти серьги, видите, на разные ушки. Это показатель качественной бижутерии. Красивая эмаль молочного цвета и с таким серым перламутром вставки, да, как будто бы перламутр вставлен. В общем, мешочек такой. Как вы считаете, удачно я зашла или нет? Ну, честно говоря, меня, конечно, порадовала вот эта брошь, та, которая ушла от меня и досталась вновь. Также мне понравились эти клипсы наборные от Japan. Буду что-то делать вот с этим колье. Обязательно сделаю, потому что, ну, качество хорошее, видно сразу. И жду ваших впечатлений. Напишите, пожалуйста, что вам понравилось из сегодняшних моих находок. Удачно я зашла или нет. Жду ваших впечатлений и комментариев. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.